Ни один дом не ставил себе пластиковые окна. Обратите внимание, что гаражи никто не закрывает. Посмотрите, какая красота, друзья. Вот, где тротуар? Что это такое? Старый район. Нет тротуаров. Как набережная может быть без дороги? Зачем тогда нужна эта набережная? Вот, мусор, смотрите. О. Сделали трамвайную остановку более-менее в чистом поле и хотели строить там большой жилой район. Но в связи с какими-то белками, которые здесь особенные, какие-то белки исчезающие, короче, там запретили им строить жилые районы, и там остался лес. Как у нас Химкинский лес. Но только у нас построили трассу. Везде, даже когда идет жилое строительство, они по максимуму сохраняют природу. Часто можно увидеть жилые дома, даже такие совершенно убогие, которые стоят между сосен, на каких-то камнях красивых. То есть они максимально бережно к природе относятся, ничего не уничтожают. Мы с вами приехали в жилой район, который называется Писпала. Это старый деревянный район. И он был назван лучшим жилым кварталом Финляндии в 2014 году. Раньше это был квартал рабочих без водоснабжения электричества, здесь жили финские коммунисты. А теперь он очень такой модный, скорее богемный. Здесь живут студенты, известные актеры. Дома здесь очень дорогие, потому что в них нужно много инвестировать, чтобы привести здесь в порядок. Здесь все охраняется, конечно же, нельзя ничего перестраивать. Такая вот здесь атмосфера. Ни один дом не ставил себе пластиковые окна. Везде все вот, смотрите, оригинальные. То есть, конечно, попадаются современные стеклопакеты, но они не пластиковые, они деревянные и с такой же вот разбивкой, какая была здесь исторически. Вот кто-то кинул розетку и обычную розетку через удлинители заряжает свою BMW, которую еще поставил не пойми как. Да, в каждом гараже зарядка для электромобилей. Обратите внимание, что гаражи никто не закрывает. Вот там какая-то лодка, велосипед, ничего не приковано, ничего не закрыто. Потому что не воруют. Представьте, что вам нужно купить новый телефон. Вы приходите в магазин и вам предлагают два варианта. Вот это вот кнопочное старье или новенький смартфон. Большинство из вас даже раздумывать не будет и с готовностью отдаст деньги за смартфон. Потому что с кнопочным телефоном комфортно существовать в современном обществе уже не получится. А теперь представьте аналогичную ситуацию. Вы попали под закон о налоговой реформе, и вам надо перевести ваш бизнес на онлайн-кассу. Что вы выберете? Старую кнопочную автономную кассу или вот такой современный смарт-терминал? Предпочтете сэкономить и потом будете мучиться от того, что автономка ничего не умеет, или сразу купите хороший аппарат, который будет вам вести кучу бизнес-процессов и значительно облегчит вам жизнь? В общем, решать вам, но я бы рекомендовал не отставать от прогресса, а когда отправитесь на поиски самого лучшего смарт-терминала, обратите внимание на Evator. Это самые популярные терминалы на российском рынке, такие установлены сегодня у каждого седьмого предпринимателя. В комплекте с ним бесплатно поставляется все необходимое ПО и мобильное приложение, через которое можно следить за работой своего бизнеса. А еще у них есть собственная технология эквайринга, которая настраивается удаленно и всего за 5 дней вместо обычных 2-3 недель. Забыл про самое главное. На модели Evator 5 и Evator 7.2 сейчас действует хорошая скидка. Они продаются всего за 11 700 рублей. А если вы индивидуальный предприниматель на вмененке и патенте, то вы можете после покупки оформить налоговый вычет, и смарт-терминал для вас вообще окажется бесплатным. Ссылку на сайт Evator я оставлю в описании. Посмотрите, какая красота, друзья. Вот самое главное, нет ни одного завора. Нет ни одного забора, никто не портит. И еще вот очень важный момент, что делает это место таким вот привлекательным. Это целостная среда. То есть здесь все домики, вот каждый по отдельности, если мы посмотрим, он может из себя никакой ценности там и не представляет. Ну, обычные домики там покрашенные, простые. Это точно уж не памятники архитектуры, но за счет того, что здесь все в едином стиле, все выдержано, никто не построил ничего в стиле какого-нибудь цыганского барокко, не поставил каких-нибудь львов за высоким забором. Из-за того, что везде соблюдается единый стиль, вот охраняется вот эта вот среда, за счет этого это место выглядит таким приятным. И от этого, кстати, выигрывают все жители этого района, потому что здесь вот очень дорогая недвижимость. И если мы с вами вот представим, что кто-то здесь захочет купить старый деревянный дом, его снести и построить какое-нибудь убогое не пойми какое здание, то сразу стоимость недвижимости вокруг, она понизится.
потому что как раз мы разрушим среду. И именно то, вот, о чем я говорю, когда про исторический центр города, там важно не сохранять отдельные памятники архитектуры, а рядом строить какие-то торговые центры и хрен пойми что, а важно сохранять именно среду, что у нас, к сожалению, не понимают. И очень жаль, когда ты говоришь, что дома не должны быть цветными, тебе часто привозят в пример, что ну вот а посмотрите, как это сделано где-нибудь в Скандинавии, там же у них цветные дома. Ну, посмотрите, вот какие цвета здесь используются и насколько грамотно их подбирают. Где тротуар? Вот что это такое? Старый район, нет тротуаров. Мне нравится, что вот пока я не видел ни одного кондиционера, ни одного вообще пристройки, то есть вот... Ой, слушай, мне кажется, тут дворные финские выписаны. Да, если кто-то... Кому-то даже подумает. Просто... Поменять тут окно даже. Вот смотрите, какое вот окно, да? Вот историческое окно. Вот оно каким было, такое есть. Хотя здесь уже... Нет, здесь еще обычно. Иногда они сейчас уже такие современные стеклопакеты они ставят. Но ты даже ставишь стеклопакет, ты не можешь сделать другую разбивку. То есть у тебя окно должно быть точно такое же, как историческое. Я не уверен, что здесь можно ставить стеклопакет. В Шотландии нельзя, например, в зоне исторической, вот сохранения исторической застройки нельзя ставить стеклопакет. Посмотрите, как выглядит в районе деревянной застройки, как выглядит подъезд. То есть такие вот милые двери современные, но велопарковочка. То есть стоят велосипеды, стоит вот обязательно лопата, обязательно щеточка, которой они идет крошку гранитную убирают, поскольку она есть повсюду. И обратите внимание, видите, велосипеды, они никак не прикованы, только фиксируется он там заднее колесо, но теоретически, да, если какой-то злодей сюда проникнет, он его может унести. Это вот раздельный сбор мусора, то есть 4 разных бака. Металл, пластик, бумага и обычные отходы. Такой райончик. Надо сказать, что если бы у нас такое где-то бы сохранилось и возникло, то это тоже была бы очень дорогая недвижимость. У нас же есть такое на Соколе, например, этот поселок писателей туда, и там мега дорогая недвижимость. Вся дорога, она такая извилистая. Здесь можно даже не вешать никакие знаки, потому что разогнаться здесь сложно. И вот когда речь идет про проектирование улиц в жилой застройке, их нужно проектировать так, чтобы было некомфортно нарушать правила. У нас наоборот делают по устаревшим нормам. А вот узко какой проезд. Да, вот такой вот узкий проезд. У нас, наоборот, сейчас делают просто какие-то устаревшим нормам, делают какие-то широченные дороги, которые, наоборот, провоцируют правила нарушать. И часто можно столкнуться, когда в жилом районе просто люди гоняют, сбивают детей, просто, опасно. Мы пришли в новый район. Здесь такие жилые дома построили около самой воды, и они интересны тем, что через них есть такой сквозной проезд. Он не сквозной, он такой тупиковый, но здесь нету парковок. И он очень круто выглядит, потому что он такой весь извилистый, он проходит через дворы. А вот, собственно, как выглядят дворы. Не знаю, кто-нибудь живет тут вообще, потому что, смотри, ни одного человека ни в одном окне, хотя, конечно, оно заселено, выглядит заселенным. На людей все окна закрыты, да. Прикольно, что на первых этажах на всех большие такие террасы. А у кого террас нет, есть балконы. И обратите внимание, что все балконы вот сейчас на зиму в Финляндии так любят. Они все такими стеклами их закрывают, а потом весной-летом они все стекла убирают, и будут все открытые балконы. Но делать централизованно, то есть такое временное остекление на зиму, но делать централизованное. Вот сейчас мы зимой смотрим, видите, это очень аккуратно и хорошо все выглядит. Про это надо сказать, про полуобщественное пространство такое, да, то есть оно открытое, и оно обезопасивает и оживляет территорию двора. То есть, когда у тебя здесь, вот, допустим, кто-нибудь там поставил гриль и что-нибудь готовит, то здесь намного комфортнее находиться. Им там, допустим, можно спокойно там детей отпускать, еще что-то. Когда у тебя соседи здесь наблюдают за происходящим. Странно, почему это сейчас так настолько неживое. Посмотрим, через сколько приедет охрана или полиция. Финны любят вызывать, когда кто-то тут ходит, по их мнению, посторонний по территории их дома. Несмотря на то, что это такой единый большой жилой комплекс, архитектура здесь немножко разная, да, там разные цвета, разные решения, вот, тут такие вот окошки с такими какими-то уголочками, здесь уже напротив другие. То есть стараются как-то, и, например, нет одинаковых дворов. У нас, например, если бы такое придумали, везде налепили бы одинаковых дворов. Здесь вот дворы совершенно вообще разные, они прям принципиально разные. То есть там были какие-то качели детские, да, здесь уже такое благоустройство попроще. Другие террасы, да? Да. Другая вообще конфигурация дома.
Вот у нас, к сожалению, редко такое встретишь, потому что даже какие-то удачные архитектурные решения их сразу начинают тиражировать, строить все одинаковое, от этого это выглядит очень убого. Кстати, классная входная группа и вообще вот эти вот переходы полностью прозрачные. Обратите внимание, да, здесь не просто лавочки делают, а делают лавочки со столами. Это очень важная вещь. И, кстати, есть такой прием урбанистический. Это наблюдать за тем, что люди делают все сами. Вот. Это очень хорошо, например, работает в деревне или в каких-то бедных районах, когда люди сами вынуждены обустраивать свое общественное пространство, чтобы понять, что действительно людям нужно. И вот вы всегда увидите, что если там во дворах там какое-то есть сообщество, пусть даже это сообщество не алкашей, там, гопников, неважно, там, бабушек, вообще кого угодно, человек всегда себе делает стол, вот лавочку и стол, потому что вот люди собираются за столом. И никто не боится тут алкашей, бомжей Да, и да. подобного. Ну, кстати, здесь пространство, оно совершенно не способствует появлению здесь каких-то социальных элементов. Да, здесь именно из-за некомфортно. прозрачности. Из-за прозрачности. Да, потому что террас, куча людей на тебя смотрит, здесь так все это вот сделано, что здесь особо не побомжуешь. Такой наш распространенный миф, который, что мы строим многоэтажки, потому что у нас там людей много или еще что-то. Если посмотреть плотность вот этого района и плотность того, что строят у нас эти 25-этажные панельные муравейники, то будет то же самое. Даже вот здесь может быть выше плотность. Ну, она могла бы быть выше, если бы они еще хоть парочку этажей поставили. Потому что... Ну, хотя нет, вот этот вот справа, он уже вот достаточно большой. То есть, она плотнее, потому что они близко стоят. И это... Да, те далеко друг от друга стоят, огромные пустые поля, там парковок и этих. Вот опять же, да, все совершенно другой двор, совершенно другой фасад. Все это так отличается. Мы сейчас дальше будем ходить. Вот видите, даже здесь, вот здесь такие вот входные двери в подъезд, а дальше будут другие. То есть у них даже одинакового подъезда не будет. И были и раньше там двери, вот да, вон там прозрачные с деревянной. Да, она будет совершенно другая. Потому что у каждого будет свой дизайн. Потому что вот этот вопрос идентичности архитектуры очень важен. Человеку вообще не свойственно, когда ты окажешься в одинаковом районе, то есть даже если мы возьмем вот этот вот дом и сейчас его растиражируем, то ты будешь психологический дискомфорт чувствовать. Потому что если мы посмотрим на живую природу, там в природе нет одинаковых деревьев, одинаковых там камней. То есть нет двух одинаковых людей. Даже человек не симметричен. И человеческой природе чужда вот эта вот такая нарочитая симметрия, он просто ощущает дискомфорт. Это вот как урбанизация, когда начинают одинаковые коробки вот лепить, да, ты, может, даже не понимаешь, что тебе не нравится, тебе просто некомфортно в этом месте находиться. Поэтому вот финны, они делают, видите, архитектуру, хотя принципиально эти дома вот они одинаковые, но они все немножечко такие разные, как разные деревья в лесу. Из-за того, что здесь нет огромных пустырей, здесь возможность эффективно содержать вот эту, весь этот участок. Здесь мы можем иметь нормальное благоустройство, потому что проблема всех наших микрорайонов в том, что между домами гигантские площади, которые невозможно эффективно поддерживать, там ничего сделать нельзя. Здесь такая вот набережная с пирсом. Здесь, видимо, какие-то лодки летом будут пришвартованы. И вот дома выходят на набережную. И здесь вот полностью зона без машин. То есть дорога, она проходит там по заднему фасаду. И дома, они раскрываются на воду. Очень круто все сделано. Хорошая набережная, никаких ни проездов, ничего нету. Нам пока это сложно понять вообще, как набережная может быть без дороги. Зачем тогда нужна эта набережная? Такой соблазнительный кусочек. Ну вот, видите, какая красота. А где-то там уже вон какие-то парки начинаются, и вся вот эта естественная природа. В этом плане финны, конечно, большие молодцы, то что они сохраняют эту дикую природу. Оно прямо сейчас мы там дойдем, начинается вон березки, камни. В Хельсинки и в других городах распространенная система подземных этих вакуумных мусоропроводов. То есть, когда у вас просто стоит такой приемник, например, как мусоропровод в доме на улице, вы туда выбрасываете пакет, и он под давлением улетает далеко-далеко, куда-то в центр земли, где сгорает. Ну, на самом деле, он улетает в какой-нибудь мусоросборник, который расположен где-то на границе квартала. Оттуда потом огромный контейнер уже мусоровозы вывозят. Здесь нам сказали только две такие системы. Она не распространена в Тампере. Здесь вот обычные мусорные контейнеры. Такие вот. Они подземные, они, конечно, вместительные. Это не такие баки. Но, тем не менее, это не очень круто и современно. И вот как все это дело выглядит. Тут, видите, во-первых, показываю, что они все такие подземные, красивые. И все это раздельно. Картонки
папері, сакажеты, металли, ласи, биояты. Все раздельно, но не так круто, как могло бы быть. Подъездик. Есть велосипедная комната. Вот там вот хранятся все велосипеды. Вот. Щеточка. Красота. Некоторые хранят снаружи, видимо, чтобы не заносить. Угу. Вот здесь выход на улицу, прозрачный. Да. Там уже вот улица и вход в подъезды, а это вход на парковку. Интересно, кстати, это ведь не подъезд, это просто дверь. Смотри, на улицу. То есть, Да. и она здесь как бы такая не открытая, потому что демонстрируется. Да, просто это, вот. Ну, вот. это как бы демонстрируется, что тут такое частное Мгм. такое пространство. Вот люди приехали вот на машине. Ты можешь проехать к этим домам, чтобы кого-то высадить или еще что, но здесь не можешь припарковаться, дальше нужно отсюда уезжать. Если он реально заселен и тут так безлюдно, то это, конечно, недостаточная плотность. Слушай, ну здесь нет, там же все, посмотри, все окна, все закрыты жалюзи. Ну да. То есть, я думаю, там, надо посмотреть на их образы, сейчас 6 часов. Я думаю, даже если они закончат работу, они какие-то там сидят в кафе, барах. Может быть, у них может, надо еще посмотреть. дома нет. Я думаю, это и связано исключительно вот какими-то особенностями финского там досуга. Надо просто узнать. Ребят, напишите, почему сейчас в 6 часов вечера никого нету дома. Вот прямо реально все окна закрыты. С чем это связано, чем это вызвано. Где все дети, что вообще случилось. Может быть, какой-то апокалипсис, и нам надо скорее уезжать, спасаться и бежать в убежище. Или, может, там, не знаю, сборная Финляндии по футболу играет, Да, напишите, друзья, напишите, что происходит. по керлингу. По сауну, чемпионат мира по сауне. Веломаршруты разные, все пронумерованы. Вот есть какая-то, я такая, длина их в километрах. Вот кто-то бегает. Они все делом занимаются, не в ком дом сидеть. Все спорт. Вот это вот я очень люблю в Финляндии, то что, видите, везде такая вот девственная природа. Ты вот спускаешься. Тут ни одной пробки от бутылки не наблюдается. Ну, туда-то наблюдаются бутылки, Максим. Вот. После зимы, обратите внимание, да, не будем идеализировать, но я не скажу, да, это, видимо, еще не успели убраться, но вообще это странно, потому что, конечно, в Финляндии это скорее редкость. Ну, поскольку у нас честный канал, последние честные СМИ в интернете, в Рунете, мы покажем вам даже вот бутылки и мусор. Вот, мусор, смотрите. О.